Здравствуйте! Мой сегодняшний ролик вот об этой книге. Книга далеко не новая, не редкая, но лично для меня очень важная и значимая. Прежде всего, несколько общих слов. Книга выпущена в 1993 году и, как вот здесь вот сказано, посвящена 175-летнему юбилею Госзнака. То есть формально ее можно поставить в один ряд с книгами, посвященными 100 и 150-летнему юбилеям Госзнака, обзор которых я уже делал ранее, и более поздними книгами, посвященными 190 и 200-летнему юбилеям Госзнака, которые я тоже, надеюсь, когда-нибудь покажу. Кстати, вот здесь вот у нас в списке литературы как раз и фигурируют обе эти книги. 100 лет экспедиции заготовления госбумаг и Госзнак за 150 лет. Как раз в рамках одного ролика я обе эти книги когда-то показывал. Если интересно, посмотрите. Тираж этого издания очень большой, 30 тысяч экземпляров. Это, как мне кажется, в 1993 году было такое наследие огромных советских тиражей книг. Ну, собственно, исходя из этого тиража, ее до сих пор достаточно легко найти, даже сейчас в абсолютно идеальном новом состоянии. Также надо сказать, что обложка книги может быть разных цветов, не обязательно красный, как у меня. Я точно видел синий вариант и еще, по-моему, какие-то цвета, какие-то варианты. Вот информация об авторах книги. Не буду как бы читать, зачитывать, все видно. Но надо сказать, что портрет первого автора Анатолия Эммануиловича Михаэлиса мы видели на одной из тестовых банкнот Госзнака, который я показывал в своем ролике о банкнотах, посвященных Перми. А сюда, в качестве дополнительной иллюстрации для данного видео, я решил добавить вот такой вот лист с водяным знаком, посвященный 175-летнему юбилею Госзнака. Не знаю, насколько будет видно. Вот так вот, наверное, будет видно. Он не имеет непосредственного отношения к книге, но в качестве дополнительной такой иллюстрации пусть лежит рядышком. Тоже 175 лет Госзнаку, 93 год. Такой тоже достаточно уже исторический артефакт. Будет неплохо смотреться, как мне кажется, рядом с книгой. Давайте вот так вот положу. Вот. Итак, если говорить, собственно, о содержании книги, то она, как видно, состоит из двух частей. Даже вот так вот с торца видно, что первая часть – это, собственно, текст, посвященный истории Госзнака, каким-то моментам, касаемым особенностям печатного производства, истории бумажных денег в России и так далее. И здесь надо отметить, на самом деле, что так как книга напечатана на Пермской печатной фабрике Госзнака, то здесь есть несколько специальных, в кавычках, страниц, отпечатанных на бумаге с водяным знаком. В частности, вот этот вот титульный лист, он отпечатан на, не знаю тоже, как это можно увидеть, на бумаге с водяным знаком. Дальше у нас идет вот это вот изображение экспедиции заготовления государственных бумаг, достаточно часто известное изображение тоже. То же самое, лист с водяными знаками. И самое интересное, на мой взгляд, вот эти вот два листа, когда идет описание способов типов печати защищенной продукции. Здесь авторы имели, будучи, собственно, руководящими работниками Госзнака, Пермской печатной фабрики Госзнака, проиллюстрировать способы печати непосредственно конкретными примерами. Вот здесь вот у нас на этой странице орловская печать, тоже, то есть лист бумаги с водяным знаком, и на нем непосредственно изображение, сделанное способом орловской печати, как иллюстрация к описанию этого процесса по тексту. И вот дальше, что еще даже более красиво, это образец металлографской печати. Тоже очень здорово. Так вот поближе покажу. Тоже перекликается с некоторыми книгами, которые я раньше показывал. В частности, американскими. Вот и здесь мы то же самое видим. Очень красивый оттиск металлографский на бумаге с водяным знаком, как страница этой книги. Очень круто, очень здорово. Вот. А вторая часть книги — это, собственно, цветные иллюстрации
Давайте так вот постепенно полистаем. Это нельзя назвать каталогом. Это, ну, для своего времени это было достаточно круто, особенно с учетом того, что здесь есть изображение не только как бы обиходных денежных знаков, но и образцов знаков, которые, как очевидно, из коллекции госзнака. То есть для 93 года использовать такие иллюстрации в цвете. Видите, здесь образцы. Что-то более позднее сейчас покажу. Да, вот видите, какие-то надпечатки специальные. Очень-очень интересно. То есть, когда эта книга впервые попала ко мне в руки, она, конечно, на меня произвела впечатление. И видите, это такой достаточно потрепанный, неоднократно перечитанный мной экземпляр, а купила я его в свое время в легендарном магазине «Нумизмат» на Таганке. Это уже отдельная такая история. Я тогда учился на первом или на втором курсе, точно не помню. Это был, соответственно, 96 или 97 год. Я каким-то образом абсолютно случайно оказался на Таганке и увидел ту самую легендарную сходку перед магазином. И представляете, какое впечатление тогда на меня это произвело? Обилие альбомов, материала, вот этих продавцов, заинтересованных, увлеченных людей у магазина и так далее. То есть это был шок такой. При этом надо сказать, что весь мой предыдущий опыт собирательства, он ограничивался, конечно, обычной такой школьной, в кавычках, пионерской коллекцией, банкноты 61-91 года, некоторые там выпуски стран СНГ на тот момент, которые уже были из оборота, и некоторое количество потрепанной шиповщины, тоже разными путями ко мне попавшей. Вот, и из тех банкнот, наверное, у меня сегодня осталось только пара рублей 91 года, которые я показывал в своем соответствующем ролике, которые побудили во мне интерес именно к бонам с парами, с номерами подряд. И я, на самом деле, рад, что они у меня сохранились. Ну вот. А если возвращаться к моей истории, то, как это часто бывает, к старшим классам это мое увлечение, оно немного затухло. Боны лежали где-то кучкой, даже без какого-то альбома. Я закончил школу, поступил учиться, и вот в какой-то момент обнаружил, что бывают вот такие вот собрания увлеченных людей, и даже есть специальный специализированный магазин. Представляете, какой шок это меня повергло тогда? Денег у меня тогда было примерно 0, поэтому я мог только пройти по этим рядам около магазина, заглянуть в несколько альбомов у дилеров, у продавцов, и, честно говоря, наверное, ничего толком там и не понял. Потому что на тот момент, знаний как таковых у меня и не было, честно будем говорить. В основном там, конечно, были монеты меня не очень интересовали, но вот альбомы с банкнотами у людей тоже были. Потом я зашел в магазин, было интересно. Там тоже, по-моему, были только монеты, ну и книги, несколько книг было. И вот я вижу, что продается книга с названием, которое само по себе наилучшим образом формулирует предмет моего интереса: «Бумажные деньги России». Попросил полистать, оказалось, что там еще и полкниги цветных иллюстраций здесь, вот, собственно. Цены я, конечно, сейчас не помню, но тогда это точно было, даже тогда было очень недорого, и на тот момент даже я мог себе это позволить, собственно, и купил. О чем нисколько не жалею. И, в общем-то, это была тогда в тот день моя единственная покупка. Ну, вот такая история. И, как понятно, это была моя самая первая книга в жизни по бонистике. Но на самом деле даже сейчас я считаю, что это один из самых лучших вариантов. Вот так вот, не углубляясь, поверхностно ознакомиться с историей денежного обращения, посмотреть, что было, не в качестве каталога там глубокого, а так поверхностно по выпускам пробежаться. Почитать, опять же, про способы печати, ну и так далее. В общем, такая вот книга, такая вот история. Здесь, видите, интересно тоже, да, и с напечатками, где напечатано. Конечно, сейчас более глубокие исследования проведены. Здесь напечатки коллекционные, достаточно известные. Ну, в общем, и вплоть до книга 93 года. Соответственно, издание. Почему я говорю, что это не каталог? Потому что, допустим, есть здесь 47 год, но нет 57 года. Опять же, есть 61, ну, 61 есть и есть 91 год. 91, 92.
и 93, но еще нет 94 года, естественно. А вот такая вот книга, и вот такая вот моя личная с ней связанная история. И как вы увидите, рядом со мной лежит еще вторая книга «Твердые деньги России». Наверное, возможно, у кого-то из вас они тоже стоят рядом на полке. Как видите, как видно, это то же самое оформление, и один из авторов тот же самый. Но эту книгу я уже купил много позже, уже через интернет, в дополнение к первой. Просто потому что увидел, что есть похожие издания. Эта книга у нас 95-го года, и она уже, конечно, не имеет каких-то дополнительных специальных страниц со специальными способами печати. Здесь просто освещен момент перехода в период Первой мировой войны, переход к червонцу, к твердым деньгам. Из интересного, что можно отметить, что здесь напечатаны соответствующие декреты Совнаркома о выпуске тех или иных выпусков денежных знаков, извините за тавтологию. И кроме того, из интересных моментов можно отметить, что у нас здесь в качестве, наряду с общегосударственными выпусками, указаны и приведены Ташкентское отделение Госбанка и Пятигорск. Как, наверное, формально это верно юридически, но достаточно непривычно видеть такие выпуски наряду с указанные наряду с общегосударственными выпусками. Здесь еще из интересных моментов по шиповщине дается разбивка по... Сейчас найду. Надо понимать, что это книга 95-го года. Вот. Смотрите, по шиповщине и по думкам здесь идет разбивка по сериям, по выпускам, соответственно, царского правительства, временного и советского. Ссылок на какие-либо документы здесь нет, но вот такая информация здесь приведена. Это, конечно, вообще отдельный многолетний спор отечественной бонистики, не будем в это углубляться, просто отмечу, что вот такая информация здесь есть. Автор, работник Пермской печатной фабрики Госзнака, и это источник 95-го года. Кроме того, здесь есть нумерация по сериям некоторых других выпусков, вот здесь, да, в частности, по пятаковкам то же самое расписано. Наверное, на момент выхода была такая достаточно значимая книга. Сейчас, конечно, она, будем честно говорить, устарела. Только какой-то библиографический интерес представляет, как источник на тот момент, который существовал. Если говорить сейчас, да, о современных исследованиях, то, конечно, сейчас все проводится гораздо глубже. Если взять, например, вот одно из последних фундаментальных исследований, вот эта вот книга Александра Геннадьевича Баранова, здесь совершенно на другом уровне все проработано, расписано по каждому выпуску отдельно, ну, примерно тот же самый период освещен. И дана информация и по вариантам, причем официальным вариантам, с официальными названиями и номерами, бумаги с водяными знаками, разбивка по фабрикам печатным и так далее, и так далее. Но это, конечно, как я уже сказал, совсем другой уровень исследования, и не об этой книге сейчас идет речь, но если кто-то интересуется данным периодом, конечно, я безусловно и безоговорочно вот эту книгу рекомендую, это очень круто. Но она достойна отдельного разговора. В общем, если резюмировать, такие вот две книги сегодня у нас с вами, они стоят вот так вот рядом у меня, я думаю, что у кого-то из вас тоже на полке. И одна из них, как я уже сказал, очень важна и дорога для меня в контексте, собственно, моего хобби, моего увлечения. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.